Счастье. Счастливым тельцам счастье. Ну что, будем смотреть июнь месяц. Июнь месяц. Месяц насыщенный. Как будто бы все события года или многие события года соберутся в одном месяце. И это будет июнь. Вот мы посмотрим, что будет в июне. И начнем сразу с солнышка. Солнышко делает чудесный трин к Сатурну. Это всегда, что для тельцов солнышко? Солнышко – это радость. Это свет, который освещает. Для тельцов Венера – это тоже радость, ваша управительница радость, которая любит, которая освещает, которая обогреет. Вот такая у вас Венера вот такая. Но в то же время очень хорошо дружит с головой. А солнышко делая трин к Сатурну, это что? Это голова. Сатурн – это голова, это стержень. И вот такой чудесный, замечательный в начале месяца этот трин говорит о том, что вы абсолютно какую-то приобретете поддержку от вышестоящих каких-то органов. То есть, если вы куда-то делали какое-то заявление и никак не могли дождаться ответа, то вы получаете поддержку, вы получаете ответ на какой-то ваш вопрос. Может, кто-то визу делал и никак не мог получить. Вы успешно пройдете, может быть, интервью какое-то делали, тоже можете успешно пройти. То есть вы получите ответ на вопросы, которые давно зависли. И в этом будет поддержка. Вот вся энергия этого месяца будет поддерживать то, что вы давно, на что давно вы уже сделали запрос. И никак не могли решиться какие-то ваши вопросы. Это будет вот такой вот замечательный аспект. Солнце будет делать трин с Сатурном. То есть вышестоящие органы, возможно, родители ваши сделают какую-то вам поддержку в виде, может быть, материальной, может быть, в виде того, что вы переедете на какое-то время, захотите пожить у родителей, находиться у родителей, возможно, провести какое-то с ними время. Но вот вы почувствуете это тепло и необходимость в ком-то весомом, старшем, значимом. И вы эту поддержку получите. Ваша Венера находилась в прекрасном расположении. Сначала она находилась у вас, потом она перешла в Близнецы, где Близнецы знают, что такое Венера. Они хорошо очень чувствуют свою Венеру. И сейчас делает Венера транзит 2 числа, она переходит в Рак. И тут же сделает точно такой же гармоничный трин, сделает к Юпитеру. Смотрите, малое счастье соединяется с большим счастьем. И это все соединение будет в Раке. Вода, Земля. Посмотрите, сколько гармонии здесь во всем этом. Посмотрите, сколько гармоний. Солнышко сделает трин с Сатурном, Земля. А Венера сделает трин с Юпитером. То есть большое счастье соединится с большим счастьем в водном знаке, тоже благоприятном для Земли. И для вас это будет в 3 секторе. То есть покупки чудесные, продажи замечательные, встреча со своими родными, со своим близким окружением, приобретение автомобиля, приобретение какой-то значимой для вас покупки, возможно, технику какую-то вы в доме захотите поменять, возможно, вы получите скидки очень хорошие, сделки очень хорошие. То есть великолепный трин, когда Венера делает трин, это самый благоприятный, благополучный, самый гармоничный аспект к Юпитеру, обязательно загадывать желание, и это будет 2 числа. Загадывать желание, мечтать о чем-то, план написать, вот дела, которые я хочу сделать. Абсолютно можно на этом сыграть. То есть вы откликаетесь на этот трин, вы тоже даете этому трину
заиграть красивыми красками. Вы даете этот трин впустить в свою жизнь. Вы позволяете, делаете планы. Очень хорошо что-то посадить. Может быть какой-то, может быть дерево посадить. И придать этому дереву, дать этому дереву свою мечту. Вот потому как она будет это дерево расти, то и мечта будет ваша приближаться, исполняться эта ваша мечта. Уход определенный сделать. Может быть, это какой-то цветок маленький посадить. Может быть, даже приобрести животное, но очень маленькое, которое будет расти и приносить вам много радости и даже исполнять ваши какие-то желания. Возможно, просто напишите свою мечту. И не одну. Но это очень гармоничный аспект, с которым можно делать очень много разных манипуляций для того, чтобы прийти к своей мечте, к своей цели. На этом аспекте можно закладывать. 5-6 числа Марс будет конфликтовать с Плутоном. Марс конфликтует с Плутоном. Захочется. Сами по себе тельцы, вы не конфликтные. Вы терпеливые. И Марс, делая конфликт, с кем делает конфликт? С Плутоном. Энергия Марса, молодая, хорошая, здоровая. Энергия, которая, развиваться, встает в конфликт с таким гигантом, как Плутон. Для вас это что-то надоело. Вот это терпение, которое у тельцов есть источник внутри, который выделяет вот это вот терпение. И вот этот источник больше не хочет выделять терпение, а захочет это даже свои какие-то внутренние вот идеалы, которые были, они как будто чувствуете, что это все устарело. Это мне уже не актуально. Захотите именно что-то, тяга к чему-то новому. Вот устарело что-то внутри, потому что в основном тельцы очень приземленные и консервативны часто бывают. Вы тяжело переезжаете на какое-то новое, тяжело какое-то новое, что-то такое новое впускаете в свою жизнь. И вот эти ваши идеалы чувствуете, назрели каким-то переменам. Не хочется больше на них тратить свое терпение. Источник, который это терпение выделяет, прекратился. Энергия туда идет другая, на перемены. Вот эту вот тягу к новому, к чему-то новому, вы почувствуете ее. Это будет конфликт пару дней происходить, вот эти вот такое вот метание чувств произойдет, а вы это чувство, вы их на себе почувствуете и захотите от чего-то старого отказаться, хотя вы очень привязаны, вы очень к земле привязаны. Вот захотите от чего-то старого отказаться, новое что-то пустить в свою жизнь. 10 числа будет новолуние, и новолуние это будет в Близнецах. И также 10 числа будет кольцевое солнечное затмение. 2-й сектор для вас. Самый чудесный сектор для тельцов. Это большие внутренние изменения материального характера. Это большие изменения внешности. Это в партнерстве. Что-то вот такое вот захотите, вам говорю, от чего-то старого такого отказаться, как будто скинуть с себя вот что-то, какую-то такую закоренелость, скинуть и приобрести легкость. Очень может быть, что вот по такому новолунию, во-первых, выброс очень сильной энергии, когда солнечное кольцевое затмение, это всегда мощная энергия. И здесь по 2-му сектору, вполне может быть очень стабильное знакомство. Знакомство очень материальное, на материальном замешано. То есть
знаете, как деньги к деньгам, финансы к финансам. Вот что-то такое от знакомства, от пары, которая создастся. Ну, те, кто еще не в поиске, а это может быть и партнерство также. То есть такая выгодная, очень хорошая сделка может состояться. Либо вы получите от своих родителей. Кто-то передаст, может быть, родители передают бизнес к вам, или берут вас в свой бизнес, либо акции какие-то, часть акций вас списывают. То есть вы вступаете в новое, в большую какой-то, в большой водоворот финансовый. И вы хорошие экономисты, вы хорошие финансисты. И вполне с этим совсем вы будете разбираться. Волнение и большой интерес к финансам появляется. Вот на такое вот новолуние. О нем буду делать еще поподробнее отдельное видео. Но 11 числа Марс. Марс перейдет во Льва. Марс – это энергия, это сила, это движение, которое всегда нужно тельцам. Марс – это ваше спасение. Марс – это то, что вами управляет в нужный момент. Если слабый Марс, тельцы, и так вы не быстры, и не нужен вам вот этот вот бешеный темп. Нет. Тельцы – это по-другому. Немножко все позамедленнее. Как правило, я уже рассказывала в каких-то видео, телец даже когда появляется на свет, он всегда немножко с опозданием. Немножко женщина переходит свой срок. Вот не торопятся тельцы появиться на свет. Ну, не торопятся там сразу как-то первые шаги делать. Попозже все это. Ну, это вот такая вот природная схема работает вот так вот на вас. Поэтому сама энергия Марса всегда вам очень благоприятна. Она вас как-то стимулирует на поактивнее какие-то действия. И вот когда Марс переходит, делает транзит во Льва, энергия сильнейшая. Огонь идет в огонь. Энергия, которая о себе заявляет. И она у вас прозвучит таким ярким светом, прозвучит в 4 секторе. В секторе дома, в секторе семьи, в секторе ухода за чем-то или за кем-то. Вы почувствуете эту энергию, вам необходимо будет, может быть, со своей недвижимостью как-то разбираться, может, в семье какие-то возникнут вопросы, которые нужно будет решать. И у вас на это хватит энергии, у вас на это хватит силы, и вы доведете это до конца. Вот этот вот транзит Марса во Льва, он, конечно, очень почувствуете, вот даже не столько вы будете чувствовать это от... И кольцевое, да, затмение, оно очень сильное, но столько, сколько вы почувствуете вот от энергии Марса, вы эту энергию очень сильно почувствуете. Бодрость, как будто от спячки проснулись. Вам горы захочется свернуть, дома захочется ремонт сделать, дома захочется перестановку сделать, освободиться от чего-то, уйти от каких-то ненужных, возможно, отношений, которые у вас были, даже если это отношения и с родными. Есть отношения с родными тоже токсичные. И ваша манера терпения привела к тому, что вы все, вы не хотите больше никаких, вы лучше отойдете от этих всех отношений. То есть вы почувствуете эту энергию очень хорошо. Ну что, идем дальше. Меркурий 23 числа пойдет в прямое движение и тоже пойдет по 2 вашему сектору. Здесь четкость, ясность, с бумагами, все будет понятно. Вы уже почувствуете, что никакой нет смятения, никакой нет запутанности, никакой нет непонятности. Четкость увидите, когда перейдет Меркурий в прямое движение. И финансы по-другому, вообще партнерство, финансы, личные отношения почувствуете совершенно по-другому. Ясность здесь приобретается. Понятно все, что, к чему, с кем вы дела делаете. И 24-го будет полнолуние в Козероге. Вам прекрасно это полнолуние. Козероги для вас авторитетны, стабильны, потому что вы сами авторитетны, вы сами стабильны, вы сами на земле. И для вас полнолуние это будет очень четким, ясным, понятным. Захотите итоги подвести, все бумаги привести в порядок, все
в голове, все свои ненужные мысли, ненужные сомнения выбросить. Ну а 27 числа ваша Венера, ваша Венера тоже делает транзит и тоже переходит. Находилась прекрасно, находилась в Близнецах, ей хорошо было, и весь месяц вы ее будете чувствовать там. А 27 числа переходит во Льва. И эту энергию Венеры во Льва тоже она будет совершенно другая. Энергия на прогресс, на развитие, заявить о себе. Очень будете красиво выглядеть, очень хорошо будете выглядеть. Ну, Венера во Льве заметная, и мимо нее не пройдешь. И так, а это ваша Венера. То есть тоже будет, кстати, проходить она у вас в 4 секторе. Вот смотрите, 4 сектор, как у вас будет занят. И 2. Дома. Вот захотите навести полный порядок в доме. Захотите навести, просто избавиться от многого, перестановки какие-то сделать, улучшения какие-то сделать. И вот это красоту, Венера – красота. Заявите себе, вот кто-то зайдет и скажет: ой, какую красивую мебель вы купили, ой, как вы красиво поставили, ой, какое чудесное зеркало. Как-то заметно все будет, вот что-то внутри в доме засияет, и этому вы дадите этому вот свою энергию, которая появляется, ваша Венера, которая появится во Льве. Ну, вот такой вот месяц, который принесет перемены, изменения, вот как будто со всего года вот сюда все здесь собралось. Вот отчет начинается от этого месяца. Перемены значимые, и для вас все равно это все очень будет гармонично и стабильно. То, что тельцы обожают. Вы обожаете стабильность. Ну и, конечно, тельцы, что? Ваша гармония. Вы рождены под Венерой. Венера – это гармония. Ваша гармония зависит только от вас самих, не окружающих. От вас самих ваша гармония зависит. И от вашей, обидчивости. Убрать все обиды. Обиды, которые иногда вас блокируют, немножко делают эти вот препятствия. Вот убрать это все, то есть гармонию себе создать, избавившись от ненужных обид. А тельцы могут обидеться, даже если не таким тоном назвали ваше имя. Это тоже ваше вот от этого, это такое очень природное. Каким даже тоном, если немножко не тем тоном вас окликнули или вас позвали, вы на это очень сильно чувствительны. Поэтому найти гармонию, моя гармония зависит от меня. И избавляюсь от обид. Гармония и обиды очень взаимосвязаны. Ну что, мои тельцы дорогие, вы же знаете, как я вас люблю. С тельцами легко договориться, тельцы очень хорошие работники, ответственные, друзья очень хорошие, дети очень хорошие тельцы. Договориться вот всегда можно, это знак, с которым всегда можно договориться. Обожаю вас, спасибо, что не забываете ставить лайки.